Кто еще? Аналитики тут есть? Вот, классно. Менеджеры, а не по продажам. Ага. Разработчик интерфейсов. Вот, есть. Кто еще? Кто еще? Тестировщики есть? Программисты. Отлично. Дизайнерам сейчас будет доклад, остальным тоже будет интересно послушать. Товарищем Максима Ткачука, он к нам долго летел. А я пойду. Счастливо. Максиму будет интересные слайды сейчас. Я презентацию вам включу. Да, он говорит, номинация на лучший слайд. Вот, ребята, вам презентация. Привет. Мне нормально слышно? Да. Короче, я вам такое скажу. 2 дня назад я узнал, что мне надо будет вам что-то рассказать. И спросили название. Вот это началось. Да? Я ничего лучше не придумал, как назвать это типа маленькие советы большим дизайнерам. Да? Под дизайнерами можно понимать себя любого. Себя программиста, себя менеджера, все дизайнеры. Вот. На самом деле доклад должен называться «Лузерские слайды, которые не попали в завтрашнюю презентацию». Да? Лузерские советы. Как вы понимаете, времени у меня на них мало, я сейчас буду бегать, мэкать. Но если я даже сильно обосрусь, вы не сильно простайте с помидорами, я завтра обещаю справиться. Итак, маленькие советы. Маленькие советы. Первое. Большие дизайнеры, они становятся как? Они становятся из маленьких. Маленький дизайнер обычно приходит в компанию, где дизайн-команда так себе. Ну, в 95 случаев. Счастливчики, те 5, которые пришли, короче, в команду, где все зашибись. Да? И ты приходишь в команду, в которой тебя задавят, тебя съедят с потрохами, и твои ноги квенщикам отдадут так. Вот. Поэтому тебе надо наточить зубы, да, чтобы тебя хотя бы перестали есть. Да? Надо понять свое конкурентное преимущество над другими специалистами, чтобы выстоять в этой войне. Конкурентное преимущество можно назвать 2 модели мышления, которые присутствуют как у разработчиков и дизайнеров, так и у людей. В принципе, да? Называются эти модели ментальные и системные. Ментальные и концептуальные, часто их называют. Ментальная модель — это та, которая свойственна экстравертам, дизайнерам и подавляющему большинству самих пользователей. Системная модель — это скорее модель, свойственная людям, любящим формализацию, девелоперам, тестировщикам, ну и, в принципе, процентам 15, кажется, до 25 людей на планете. Поэтому нам надо наточить зубки, да, чтобы хотя бы по результатам нашей работы, пониманию нашей ментальной модели и как пользователи смотрят на интерфейс, мы им доказали, что лучше нас не бить, потому что по концу будет чуть-чуть лучше. Да? Вот я маленький. В чем проблема? В том, что обычно разработчики программного обеспечения, сделав продукт, приходят к пользователю и говорят «не», а пользователь говорит «а». Вот. И вот, чтобы вот это «а» сменилось хотя бы улыбкой или чем-то более-менее принимающим, да, оказывается, с дизайнерами даже лучше, чем без них. Вот. Как зубы точить? Вы ментальная модель. Эту ментальную модель, сидя с жопой на стуле в офисе, не прокачаешь. Поэтому тут написано, видите, вот, buy 1 year underground ticket. Купите на метрополитен годовой абонемент, ездите и смотрите, кто куда пальцами жмет, как они читают газеты. И это невозможно понять, зачем, если вы это будете думать, вот я еду, я смотрю, и что мне это дает. Нет, представьте, что вы, анализируя на протяжении некоторого времени, например, года, соберете информацию о людях, которые потребляют тот тип инструментов, которые вы разрабатываете. Пишите софт под iOS, смотрите в iPhone. Пишите под Android, смотрите в Android. По тач в целом, смотрите на тач в целом. Делаете молотки, смотрите на киянки. Да? Потом, почему так? Только потому, что мало дизайнеров в своем маленьком возрасте понимают и догадываются, что интерфейс — это и есть продукт для пользователя. Когда у нас очень медленно работает на айфоне Facebook, мы все прекрасно понимаем, что кто бяка в этой ситуации. Но пользователи, которые пользуются интерфейсом Facebook на айфоне, говорят, что это медленный интерфейс. Заметьте, медленный интерфейс. Во время разработки интерфейс не бывает медленным. Вот. Хорошо.
мы накачали клыки, мы доказали, что мы даже что-то можем. Мы стали уже уважаемыми дизайнерами, как-то так. И начали считать, что мы еще и хардкорщики. Все хорошо. Существует парочка проблем, да, с которыми дизайнеры в этот период жизни сталкиваются, на которых есть смысл заострить внимание. Вот тут у меня была проблема, 2 стрима перепутать, да. Очень часто дизайнеры, которые чувствуют себя хорошими, крутыми, начинают влюбляться в какой-то один из низкоуровневых важных элементов дизайна. Кто-то влюбляется очень сильно в веб-стандарты. Я лично пережил. Кто-то слишком влюбляется на уровне фотошопа в градиенты. Вот. Главное не влюбляться, да? Потому что очень часто человек забывает о концепте, о том финальном продукте, который он делает. Это свойственно любой дисциплине в команде, да? Любому человеку в команде. Мы пытаемся влюбиться в атомы, забывая про чашку. Вот тут был чебурашка, очень хороший пример. Когда мы начинаем делать продукт, мы договариваемся, что это чебурашка, он к нам прибегает в маркетинг и говорит: слушай, у нас вот тут будут баннеры, вот тут снизу еще, и вообще вот этот вот рич медиа мы сюда поставим. Ты говоришь: ё-моё. Но маркетинг говорит: слушай, это ж чебурашка, смотри, круглая, я у тебя ухо одно заберу, ну не больше. Лицо осталось, уши есть, но одно. Че ты? Он приходит программист и говорит: слушай, вот этого не будет, вот это долго, вот это я не буду делать. Вот. И вообще, ну, одно ухо можно? Одно. У нас получается колобок. Самое смешное, когда отрываешь уши, идеального круга никогда не получается. Поэтому получается что-то типа Пэкмана. Что самое главное, после продакшена этот Пэкман убегает от отдела маркетинга, съедает там эти паттерны, чтобы они его не схавали целиком. Вот. Не забываем про концепт. Все ради концепта. Дизайнеры должны ссориться с программистами, мириться, сходиться на компромиссах ради концепта, но не наоборот. Да? По финалу у вас все равно получится что-то одно. Вот это одно должно быть офигенно. Третье. Правило 1 делить на 37. Да? Очень многие дизайнеры, еще больше программистов, удивительным образом полюбили таких ребят, как 37 сигналов, которые сделали 2-3 прекрасных продукта, но их проблема в том, что эти все продукты имеют максимум 2 функции внутри программного обеспечения. И оказывается, что все любят интерфейсы Apple и похожие. Элегантные интерфейсные решения, мало мусора, нету шума, всего лишь несколько функций в интерфейсе. И оказывается, что 37 сигналов настолько умные, что написали целую книгу о том, что для того, чтобы достичь такого прикольного интерфейса, как их новый редизайн внутри Basecamp, надо уменьшать количество функционала внутри софта. Это адовая глупость. Функционала в софте должно быть столько, сколько должно быть. И задача дизайнера, в частности, это уметь, вне зависимости от того, сколько у вас функционала внутри, добиться интерфейса уровня Apple. Да? Это 2 большие разницы. Поэтому правило 1 на 37 говорит о том, что больше функциональности там, где она надо, меньше шума и сложности в интерфейсах. Это вместе вещи. Нельзя добиваться второго, не забывая про первое. Это читинг, лайфхак. Да? Четвертое. Юзер-тест. Видите, я тут написал 2 туза на мизере. Вот. Что это значит? Тестируйте рано, только потому что если вы не тестируете или тестируете поздно, то это значит, что вы, играя в преферанс, взяли 2 туза на мизере и не посмотрели, что у вас. И выбросили в прикуп другое, не посмотрев, что вы выбросили. Вы играете, вы хардкорные дизайнеры, вы что, уважаете? Вы взяли 2 туза, посмотрели в морду, их выбросили назад, потому что не подошло. Что это говорит? Как только вы рано тестируете, у вас будет отсутствовать боязнь поворачивать проект на 162 градуса за первую неделю. Если вы не будете тестировать, то вам будет обидно зря потраченных лет. Да? Жаль. Ну как-то же уже... Вот. Ну и 5. Дизайнеры очень редко могут доказать девелоперам что-либо. Мой 10-летний опыт работы с девелоперами говорит о том, что чтобы девелоперу что-то доказать, надо сначала ему доказать то, в чем он разбирается.
И вот если ты докажешь, что ты лучше него в том, в чем он разбирается, тогда он будет верить, что ты в том, в чем ты разбираешься, тоже лучше. Очень много девелоперов думают, что они понимают, что значит слова usability, user experience. Я вам по правде скажу, немногие дизайнеры понимают. Да? Вот что такое usability? Скажите мне, кто-нибудь? Кто? Кто самый крутой юзабилист? Давайте. А? А что такое удобство использования? О, два. Еще. Ну давайте. Что такое юзабилити? Ответ. Нет. А? Еще нет. Не чувствовать себя тупым просто. Нет. Понятность использования. Нет. Возможность с помощью минимальных... Опа-па! Это параметр. Его можно померить. У него есть показатель. Это уровень удобства системы. А что такое user experience? О, ну. Два. Ощущения говорят. В принципе, похоже, да. User experience — это логическая единица, ее невозможно померить. Представьте, что это единица, которой невозможно добежать. Вырабатывается множество методологий, которые позволяют тебе в контексте какой-то проблемы, совокупив 3, 5, 7, прибежать там, ну, к 0,91, там, к 0,75. Но если кто-то вам говорит, что user experience можно померить, он идиот. По одной простой причине. Если он может померить user experience, то он знает, как добиться 100 единицы. Следовательно, он давно должен был открыть офис, а не работать на наемного, да, дядю, и создавать продукты лучше в мире. Что-то я развел. Наверное, все. Хорошая презентация, к слайдам отсылку удобно будет делать. Я услышала, что юзабилити — это параметр, и его можно померить. Как? Да. Ну, параметр, ну, какая-то шкала, да? Как это меряется, да? Допустим, у тебя есть все вводные. Вводные. Что такое вводное? Ну, ты контекст. Еще раз. Это мой подход, не надо его использовать. Нет, мы зеркально. Встретились два тролля. Да. 3 тролля. Например, время ожидания на Фейсбуке — это вводное, да, то ты же говоришь, не может быть интерфейс медленный. Нет, интерфейс не может быть. Система Время может. разве не параметр интерфейса? Когда твоя операционка грузится 5 минут, это проблема интерфейса? Интерфейс и система разные вещи. Нет. Да. Интерфейс твой Интерфейс — это продукт. взаимодействие двух систем. Когда я включаю кнопку и жду, когда операционная система загрузится, я взаимодействую с ней. И вот эти 5 минут — это тормоза интерфейса. Не интерфейс, а система. Еще раз, если мы с тобой сейчас создадим фреймворк JavaScript плюс CSS, положим туда интерфейс и фейковую базу данных на 100 полей, а не на 100 тысяч, то интерфейс будет очень быстрым. А когда ты в реальных условиях положишь туда 100 тысяч, он будет медленным. Так что интерфейс медленный или система реальная? Если мы таблеток накидаемся, то пространство вообще изменится, временное ощущение. Давай, по-английски. Я не ответил на самом деле на вопрос, но давай. У тебя есть какие-то... Ну, я просто... Меня это щемит, потому что это кусок завтрашней презентации. Да, Можно тебе завтра на это него пиар ответить? завтрашней презентации. Что нет? А ты мне пообещаешь, что ты придешь. Я ж тебя слушаю. Во имя Влада. Ну, завтра будет точно, я тебе обещаю. Вот Дима видел ее, там хорошо. Ну, мне так кажется. Только хардкор. Да. А у меня не вопрос. Не, я могу сказать, чем можно... А кто задал вопрос про померить? Да Настя. Очень просто померить.
берешь параметры, которые тебе важны, имеешь. Ну, то есть, если удобство заключается в том, что эта схема для парней хорошо подходит. Ты, значит, должна мерить скорость. Если важен отток, ты меряешь отток. Все, он уменьшается, значит, все угодно, все хорошо. Нет, но она имеет в виду, видимо, вот это вот эфемерное собирательное, изобилие. Ну берешь какой-то сложный параметр, тогда придумаешь, все. Почему ты нас спроси про поиск? Ну, что, ты же все знаешь. Можно немножко раскрыть тему про то, как доказать программисту, что ты не ловишь в области? Ой-ой-ой. Ну, нет. Я говорил о том, что это настолько сложно, что придется просто забросить все, сесть, например, и выучить Haskell, да? До полного, да? Самый лучший способ программиста пригласить на тестирование. Любой программист проходит несколько стадий, как раковый больной. Сначала смотрит на тестирование, на тех пользователей, которые там, и говорит, что за идиоты, откуда вы таких набрали идиоты. Потом через некоторое время он начинает понимать, что это он идиот, потому что это его продукт. Он начинает грузиться очень сильно. Часть программистов особо не грузится, они бегут просто сразу же отправлять, и мы просим, чтобы, например, неделю никто не трогал интерфейс, начали участвовать по политическим решениям. Мы тестируем там сайт, каждый день сайт меняется и так далее. Вот. Но в любом случае показать это, да, реально пользователь самый лучший способ изучить. То же самое все остальные менеджеры, дизайнеры, графические и так далее. Леша, тут много программистов, ты сейчас друзей начал себе. Есть кем риски. Да, буду проводить тестирование, помещу где-нибудь ссылочку на просмотр. Можно будет в лайве посмотреть, я думаю, что это интересно. Еще вопросы? Есть? Получилось? Расскажи, какие изобилия там. Ну, самое главное понять, какую задачу мы решаем, когда задаем интерфейс. Потому что как раз-таки одно из сложных заблуждений, что юзабилити это удобно. Нифига подобного, потому что на атомной станции удобно не должно быть. Там наоборот, там нельзя нажать кнопочку, да, так хоп, и все там, например, стержни все выскочили, и все взрыв руками. То же самое на подводной лодке. Зато этого человека на атомной станции будут 10 лет учить, чтобы он в критической ситуации делал единственное важное решение, принял единственное важное решение, единственное важное действие какое-то. Соответственно, все зависит от ситуации, от контекста, от пользователей и так далее. Молодец. Садись, 5. Все? Еще вопросы? Как помирить двух художников? Вот по поводу сейчас ремарка, да, изобилие это ну, как решает цели. Вот, допустим, вот такой концепт, что изобилие это для людей, то есть решает цель конкретных людей. Как вы определяете, там, каких людей? То есть атомная станция, там может быть уборщица, а может быть там суровые полицейские. Для них нужно сделать для обоих удобно. Так. Есть волшебная фраза «it depends», то есть это все зависит опять же от контекста, от всего. То есть, например, у нас может быть ситуация, когда одновременно есть массовая аудитория, на которую ни хрена денег не приходит. А есть, например, 10 человек, это блогеры, которые, один блогер, он приведет за собой, например, 100 тысяч пользователей, да, которые вроде денег не приносят, но кликают на рекламу. И может быть так, что важнее всего в этом интерфейсе эти вот блогеры, эти дизайнеры, эти, например, журналисты и так далее. Часто очень бывает об этом, что важнее бывает не основная аудитория, какая-то боковая, которая приносит деньги или является лидером. А как вы определяете, это же не очевидный факт, да, получается? Тут уже было до этого, говорили про персонажей, вот один из инструментов. То есть мы создаем модели пользователей, идем с ними к заказчику, и с заказчиком садимся и объясняем. Завтра. А ты хочешь? У меня завтра. Это был спойлер. Еще вопросы? Все? Хочешь про персонажа? Завтра? Все, ребята, всем спасибо большое. Максиму Ткачуку.